предыдущих видео мы узнали, что представляют из себя компьютеры Atari, какие модели могли себе позволить пользователи, а какие концепты так и не стали реальностью. Сегодня ожидается железячное видео. Проверим работоспособность Atari 800 XL, сделаем несколько модов и запустим на нем софт. Для запуска софта будет необходим эмулятор, который, кстати, тоже сегодня будем делать. Ну, давайте посмотрим, что же из себя представляет этот компьютер. Клавиатура и слот картриджа – это все понятно, но что и к чему подключается эта машинка? По сравнению с тем же Commodore 64 нельзя сказать, что на Atari было изобилие портов. Справа находится выключатель питания и разъем этого самого питания. Он не какой-нибудь хитрый, а самый обычный DIN 7, на который подается только 5 вольт. А это значит, что с питанием проблем вообще никаких нет. Данный компьютер можно запитывать хоть от USB зарядки. Естественно, если есть соответствующий переходник. Далее идет заклеенное отверстие переключателя каналов и незаклеенное отверстие антенного выхода. Странно, что их не заклеили сразу оба. И у меня есть подозрение, что для систем PAL не предполагалась функция выбора канала, поэтому залепили только отверстие переключателя. Но это не отменяет того факта, что самого модулятора тут тоже нет. Возможно, это последствия локализации этого компьютера, либо банальная экономия производства. Следующий порт – порт видео. В нем находится как видеовыход, так и выход звука. Причем видеосигнала тут два. Это обычный композит и раздельный сигнал, некий аналог S-видео. Не знаю, насколько он с ним совместим, но вроде бы с него до сих пор выводит как-то картинку. Это шина параллельного интерфейса. Самый жирный, но не самый популярный разъем. К началу производства серии XL уже накопилось достаточно наследия от первых моделей компьютеров, в которых этого порта не было. Поэтому основной объем периферии приходился на последовательный порт SIO, который присутствовал на всех моделях компьютеров. Кстати, о нем. По внешнему виду он сильно напоминает разъем типа DB, но при внимательном осмотре сразу видно разницу. Во-первых, он сильно больше по размерам, а во-вторых, у них разное расположение контактов. То есть это самый настоящий проприетарный разъем. На правой стороне корпуса нам оставили всего два порта для джойстиков. Да, в предыдущей линейке их было 4, и подключали туда не только игровые устройства, а даже накопители данных. Кэп подсказывает, что распиновка этих портов выполнена по стандарту Atari, а значит, что сюда можно подключить как джойстики от Atari 2600, так и от систем Sega, Sega Master System и Mega Drive. Коммодоровские контроллеры сюда, конечно же, тоже подойдут, но и к комодам чаще всего подключают джойстики от Sega. Просто потому, что их сегодня довольно-таки просто достать. Если же опять сравнивать Atari и Commodore, то схожи они ровно настолько же, насколько они разные. Я сейчас говорю о клавиатуре. Хоть Commodore 64 и вышел спустя 3 года после Atari, но корни его клавиатуры тянутся еще к модели Commodore PET, который вышел за 2 года до появления первых компьютеров Atari. Сегодня такая раскладка уже кажется дикой, зато клавиатура Atari уже ближе к современной. Появилась клавиша Escape, а Ctrl-Tab и Shift находятся в привычном нам расположении. Но Enter тут все еще называется Return, сказывается наследие пишущих машинок. Для позиционирования курсора тут отвели целых 4 клавиши. Правда, чтобы ими воспользоваться, необходимо зажимать Ctrl. Блок функциональных клавиш Atari заметно слабее, чем у C64. Если там доступно 8 произвольных действий, то на Atari функциональные клавиши условно именуются по своему конечному назначению. Start и Select – это эхо игровых истоков компьютера. Если вспомнить приставку Atari 2600, там они тоже были и были прямо на корпусе самой приставки. А вот клавиша Help впервые появилась в линейке XL, и служит она для вызова справки по запущенной программе, если, конечно, такой функционал был в ней предусмотрен. Нажатие клавиш достаточно приятное. На ощупь чувствуется честная механика, а не дешевые мембраны. По сравнению с C64 клавиши нажимаются немного мягче, а их ход короче. Этот компьютер попал ко мне вообще без проводов, а это значит, что их придется доделывать самим. Благо, что разъемы все стандартные и легко докупаются в ближайшем магазине. Если кто помнит, некоторое время назад я ставил экран от автомобильной камеры на Sega Nomad. И от того самого экрана у меня остался кусок кабеля, который в теории идеально должен подойти для Atari. Там как раз есть разъем питания и два RCA разъема для звука и для видео. Правда, меня смущает толщина проводов.
Есть сомнение, что он не вытянет ток питания Atari. Вот такой вот шнур получился. Все вроде стоит на местах. Немного не рассчитал вот с этим расстоянием, и поэтому тут маленький натяг. Но это не страшно, большого натяга нет, и в принципе все сидит нормально. Так, теперь «5 вольт и около 1 ампера». Ну что, включаем. Индикатор загорелся. Потребление 700 с копейками миллиампер. А картинки нет. Ни картинки, ни звука. Так, эксперимент ради, сейчас попробую напрямую подключиться к видеопину. Возможно, я что-то намудрил с распайкой. Не так понял, распиновку или еще что-то. И попробуем еще одно включение. Нет, сигнала абсолютно никакого нет. А поэтому тебе, дружок, придется подразобрать. Шильдик на нижней крышке был выполнен из обычной бумаги. За 40 лет он не сохранился, и прочитать техническую информацию не представляется возможным. Чуть лучше сохранилась заводская пломба. Уже в то время ставили разрушаемые пломбы, которые безвозвратно портились при попытке ее снять. Шлейф клавиатуры завернут в упаковочную пупырку. Сложно сказать, заводское ли это решение, либо кустарная самодеятельность. А клавиатура и правда механическая, все клавиши распаяны на отдельной плате. Я уже потом погуглил этот момент, и оказалось, что это действительно удачный экземпляр, так как американские и некоторые европейские модели имели более дешевую мембранную клавиатуру. Еще одно непонятное инженерное решение – это заземление слота картриджа. Внутри корпуса была обнаружена верхняя часть гарантийной пломбы, и судя по языку ее содержимого, компьютер в 80-х годах был привезен из Германии. Был ли он везен, как сейчас модно говорить, серым импортом, или такими и были официальные поставки, сказать сложно. Посмотрите, насколько компактная плата. Самый большой массив микросхем – это оперативная память. Вся логика компьютера уместилась в 5 кастомных чипах, 2 из которых – это центральный и музыкальный процессоры. Вот эти 2 микросхемы – ПЗУ. В верхней находится Basic, а в нижней – штатная операционная система. Судя по датировке микросхем, этот компьютер примерно 1984 года выпуска. А вот то место, где когда-то стоял модулятор. Когда-то стоял, потому что с завода он тут точно стоял, но был крайне неаккуратно извлечен. Могу предположить, что тут стоял модулятор системы PAL. А так как в СССР была распространена система цветности SICAM, то его вовсе убрали за ненадобностью и от лишних вопросов отсутствия цвета на советских телевизорах. А может быть, все гораздо проще, и его просто установили в другое устройство, ну или продали. Да, похоже, все-таки с платой были определенные сложности, потому что если с этой стороны все более-менее выглядит, то с другой стороны вот эта ее часть паханая-перепаханная. Что-то здесь отпаивали, что-то допаивали, очень много канифоля какой-то, очень криво припаянные выводы резисторов, где-то они слиплись. И вероятно то, что этот компьютер в нерабочем состоянии находится уже очень давно. И может быть поэтому он отправился куда-то на полку или на чердак. А значит, вечер перестает быть томным и начинается технопрон. Так, ну значит, распечатал я полную схему этой атарки. И сейчас будем бегать осциллографом, смотреть, что где не бьется. Что-то мне подсказывает то, что проблема находится где-то вот в этих 4 чипах.
Это у нас процессор. Сейчас проверим на нем частоту. Посмотрим, есть ли жизнь у него на адресных и ногах данных. Потом посмотрим чип Antic и GTIA. Они оба отвечают за графику. Далее идем на третью ногу и смотрим частоту. Так, на третьей ноге частоты никакой нет. Выходящая частота должна быть еще на 39 ноге. Но ее, скорее всего, вернее, не скорее всего, а ее тоже нет. Начинает приходить понимание, что же с этой платой не так. На схеме есть вот такой вот замечательный модуль. К этому модулю есть много сносок. Если вкратце, то он показывает, как из NTSC версии сделать версию компьютера PAL. И что он говорит? Если замкнуть вот эту перемычку W2, то по идее должна быть NTSC версия. То есть обнуляется работа этой части, которая указана пунктиром, и на выход он возвращает то же самое, что было на входе. И я сейчас смотрю на контактах вот этой перемычки W2. С одной стороны у нас частота есть, то есть со стороны OSC, а со стороны PAL у нас тишина. Следовательно, частота теряется где-то вот в этой части, потому что на микросхеме U21 вся частота присутствует, она приходит на кварц, но почему-то не выходит с транзистора Q6. Чуть копнув в дебри данного вопроса, удалось выяснить, что действительно с завода выходили универсальные платы без распайки модуля цветности. То есть по умолчанию плата была NTSC региона, а при необходимости вручную допаивались недостающие детали для адаптации компьютера к экспортным рынкам. Ну и качество заводской ручной пайки даже не нуждается в комментариях. Виновник был найден, и это вот этот выходной транзистор. Он пробитый. Сейчас я поменяю его на другой, скорее всего на аналог, потому что такого именно у меня вряд ли найдется. И будем еще раз запускать плату. Питание пока что подключил вот так напрямую, потому что через вот этот шнур все-таки есть просадка небольшая на полвольта. И, вероятно, компьютеру это не очень понравится. Так, ну что, включаем. Раз, два, три. И... Так. Что-то там появилось. И да, он запустился. Приветствую надпись Ready, наконец-то. Компьютер, оказывается, очень чувствителен к питанию, потому что поднял напряжение до 5,2 вольт. И, как видите, ток потребления составляет почти 900 миллиампер. Так, при загрузке, если нажать клавишу Option, будет вот такая вот менюшка для тестов. Так, ну давайте проверим память. Старт. И у нас начинается проверка памяти. Очень удобная фича, потому что не надо никаких тестовых ПЗУшек ставить, не надо ничего загружать, какие дополнительные картриджи, как на том же Commodore 64. Все необходимые инструменты уже находятся внутри компьютера. Это очень сильно упрощает диагностику и ремонт. Примерно 3 раза прогнался цикл теста памяти. И, как я понимаю, никаких битых секторов он там не обнаружил. Следовательно, с памятью у нас все окей. Так, ну раз разобрали компьютер, грех его полностью не помыть. Поэтому сейчас будут вводные процедуры.
Пока только что помытый корпус сохнет, сделаем еще пару фиксов на этой плате. Посмотрите, как сейчас показывает монитор. Картинка не ахти какая. Надпись Ready расплывается. В принципе, другие надписи тоже расплываются. К сожалению, сейчас клавиатура не подключена, поэтому на том же тестовом меню я показать все это дело не могу. В чем суть доработки? Нам нужно будет всего-навсего заменить несколько деталек другими номиналами и избавиться от конденсатора C56. На данной схеме его уже нет, но на компьютере он все еще присутствует. Тантала, к сожалению, не нашлось, поэтому пришлось поставить вот такой вот самый обычный бочоночный электролит. Ну что, пробуем включать, что ли? Смотрим результаты. Да, кстати, переделал провод. Теперь это будет два разных провода. Один для питания, один для аудио-видео. С этим проводом теперь он включается нормально, никаких просадок нет. Но сечение провода, конечно, решает. И да, изображение улучшилось. Теперь даже видно отдельные пиксели каждой буквы. Это действительно очень простая доработка, которая реально улучшила качество картинки. Я все же сделал несколько снимков до и после модификации, и по ним можно оценить качество работы. Очень простая доработка, которая реально улучшила качество картинки. Интересно, почему на заводе сразу ее не ставили? Следующая доработка обеспечит более быструю загрузку вот с этого порта. К этому порту будут подключаться эмуляторы дисководов и, возможно, жестких дисков. Что для этого требуется? Во-первых, выпаять вот эти два конденсатора. Их я уже отпаял. И самой главной доработкой будет замена ПЗУхи с операционной системой. В этой ПЗУшке у нас находится Basic, а вот здесь находится операционная система. Данная микросхема хоть и выглядит как еще одна кастомная ПЗУха, но по распиновке точно соответствует самой обычной ПЗУхе 27 серии. Это значит, что без каких-либо доработок можно заменить штатную микросхему на другую ПЗУ с альтернативной прошивкой. На данный момент существует множество версий нештатных операционок в формате ПЗУ, но мне пока хватило бы и родной, только с некоторыми доработками. Данная прошивка распространяется в виде патча, который надо будет применить на родной образ. И фишкой данного патча является добавление горячих клавиш и увеличение скорости работы с портом SIO. Ну, была не была. Да. Ничего не произошло. Не произошло абсолютно ничего. Коричневый экран и, похоже, новая операционка не стартует. Вот в такую EEPROM-ку сейчас записал самодельный патчный образ. И пробуем включать. Да, компьютер стартует. Следовательно, в прошлый раз я просто скачал какой-то неправильный или битый образ. Так, ну теперь обрезаем ее для более мелкой ПЗУшки, зашиваем и проверяем еще раз. Вот так я стираю ПЗУшки. Жаба душит приобрести нормальный стиратель, и вместо этого используется 100-рублевая UF-лампа с жестким излучением. В этот раз все прошлось хорошо.
Видимо, предыдущий образ не подходил для применения патча. Сейчас все запускается и вроде бы даже работает. Следующая не менее важная проблема, как в этот компьютер загружать софт. Встроенного дисковода у него нет, а значит без внешнего устройства тут делать нечего. Сообщество вокруг Atari очень обширное, и всяких разных загрузчиков было создано достаточно много. Сюда относятся как банальные эмуляторы дисководов, так и довольно дикие устройства. Например, загрузка программ через ПК или даже по Bluetooth с телефона. Долго колебался между CO2SD и S-Drive, а потом подумал, гулять так гулять. В итоге выбрал наиболее универсальный и дорогой, но наименее сложный проект S-Drive Max. Он состоит из Arduino Uno и шилда с сенсорным экраном, то есть даже паять ничего не придется. Стоит отметить, что от Arduino тут остается только плата. Загрузчик полностью сносится, а прошивка заливается внешним программатором. Но при заливке прошивки есть одна особенность. Их две. Первая прошивка заносит в EEPROM настройки эмулятора, а вторая, собственно, и есть сам эмулятор. На кой ляд так было сделано – загадка мирового масштаба. Видимо, чтобы усложнить слишком простую сборку. Но прикол в том, что при заливке второй прошивки EEPROM тоже стирается, и при запуске не работают сенсорные экраны флешка. Я нашел единственный выход – это залить первый файл, считать на комп содержимое EEPROM, потом залить второй файл и восстановить содержимое EEPROM. А следующей задачей стало создание коннектора для Atari. Такой разъем в природе уже не повторяется, а значит придется думать, как его воссоздать. И для этой задачи был раздербанен заводской разъем DB9, чтобы вытащить оттуда контактные пины. По диаметру они точно такие же, как и у Atari. Корпус разъема был найден на известном сайте с 3D-моделями и далее распечатан на принтере. В итоге получился вот такой вот штекер. Выглядит, конечно, колхозно, но, надеюсь, будет работать. Собрался хорошо, моделька достаточно точная. И шнур зажимает он тоже достаточно плотно. То есть его сложно будет выдернуть. Шнур взял от старой PSP полумышки, там как раз 4 или 5 жилок. И их хватило для того, чтобы вот так вот маленько колхозно подпаяться к Arduino. Ну что, осталось запустить и проверить, как все это дело работает. Эмулятор запустился. Вот таким образом можно выбрать то, что мы будем монтировать в виртуальный диск. Ну, я закатал несколько демок. Ну, например, пусть будет вот это. Окей. Все, она смонтировалась в первый дисковод. И если мы с ним загрузимся, по идее должна пройти загрузка. Извиняюсь за тавтологию. Но пока этого делать не будем. Сбросим устройство и попробуем включить компьютер. Опа. У нас автозагрузился вот такой вот файловый менеджер эмулятора S-Drive. Стрелочками здесь нужно побегать по папкам и проделать все те же самые операции, что и через сенсорный дисплей прямо на экране компьютера. Так, все. Дискетка у нас смонтировалась. Теперь нажимаем Reset.
И опять-таки произошла автозагрузка той демки, которую мы смонтировали в дисковод. Только послушайте, как звучит покер. А ведь этот чип был разработан в 70-х годах. Также на сайте проекта SDrive Max был распечатан корпус для Arduino. Он выполнен в стиле Atari и должен гармонично сочетаться с этим компьютером. Но, как оказалось, он совершенно для другой модели дисплея. И к моему, мягко говоря, он не подходит. Ну, фигня вопрос. Запускаем SolidWorks и колхозим свой. Собственно, я учел все косяки авторской модели и создал более удачную, которая подходит под попсовый китайский дисплей. В этом корпусе даже нашлось место для стилуса, который идет в комплекте с дисплеем. Кому интересно, ссылки на корпус оставлю в описании. Я закидал несколько игрушек, там есть как новые, так и старые. И, пожалуй, начнем со старых игрушек. На мой взгляд, самая интересная игра называется Ellie Cat. Так, зажимаем кнопочку Option и включаем компьютер. При этом у нас отключается Basic, и для игры становится доступно больше оперативной памяти. Эта игра еще той эпохи, когда не было на рынке ни Famicom, ни NES, и поэтому у нее достаточно своеобразный геймплей. Ну, давайте посмотрим. По сюжету игры мы играем за кота, который должен заработать денег, чтобы любимая обратила на тебя внимание. Ну, прям все как у людей. Разными кошачьими шалостями зарабатываем очки, и потом открывается окно с кошечкой, до которой тоже еще надо будет добраться. Вот такие дела. Как можно видеть, кнопочка Reset абсолютно не сбрасывает состояние компьютера до первоначального. Это так называемый soft reset. Для того, чтобы сбросить компьютер на начальный стартовый экран, нужно переключить тумблер питания. Но на этой кастомной прошивке добавили небольшие хоткеи. И если зажать Ctrl, Shift и Delete, то все отлично сбрасывается. Но сейчас у нас игра снова запустится. Мы ее видели, поэтому посмотрим что-нибудь еще. Снова черный экран, ничего не запустилось, а значит нужно опять зажать кнопочку Option. Да, похоже, это не помогает, но отключим питание и включим его заново. Пошла загрузка. И все, игра загрузилась. Она опять работает без Basic ROM. Никакой начальной заставки здесь нет. Игра сразу запускает геймплей. И геймплей тут тоже не самый замысловатый. Называется она «Месть Монтезумы». Еще одна игра из фонда 8-битной классики. Еще одна небезызвестная игра River Ride. Во времена своей актуальности она была портирована аж на несколько поколений компьютеров и приставок. Сегодня ничего выдающегося в ней найти не удастся. Обычный простенький скролл-шутер. Следующий аркадный хит Donkey Kong, который со времен Atari 2600 не очень-то и сильно похорошел.
Spy Hunter тоже перебрался на Atari с аркадных автоматов. Если не читать сюжетную линию из буклета с игрой, то весь геймплей сводится к уничтожению вражеских автомобилей. Если вы считали, что хуже первого Робокопа на Денди уже не найти, то вот, нате. Мой внутренний диванный эксперт подсказывает, что худший Робокоп был найден на Atari. Я не смог пройти даже первый экран, да и, если честно, не очень-то и хочется. Псевдо 3D игрушка, в которой надо уничтожать танки. Причем попадать надо ровно по центру. Не в бочину, никуда, а вот дуло в дуло прямо. Причем я так сильно подозреваю то, что эта игра тоже не такая проста, как кажется на первый взгляд. Где-то здесь есть подвох, и причем этот подвох... Вот он. Game over. Что случилось? То ли я не уложился по времени, то ли я пропустил где-то танк. 40 очков и Game over. Так, я записал несколько новых игрушек, которые удалось найти. Я не копал глубоко, возможно, гораздо больше есть, гораздо интереснее, чем все, которые я скачал. Ну, посмотрим, что у нас тут. Это превьюха какой-то игрушки, которая, скорее всего, либо еще не вышла, либо уже не выйдет никогда. Вот где раскрываются чиппоки. Это клон Марио. Да, это клон Марио. Сразу бросается в глаза огромная разница между стародельными играми и современными. Между ними просто огромная пропасть. Что мешало разработчикам делать в 80-х такие же красочные игры? Ладно, графика, но в то время даже музыкальный процессор толком не использовали. Одно дело, если бы для этого всего требовались какие-то доработки компьютера или установленные аддоны. Ну, блин, эта игра запускается на стоковом, не самом топовом железе. Следующую игру, наверное, можно назвать 3D-платформером. Играем за шар, прыгаем по трубе и стараемся не упасть в ямы. Еще одна новодельная игрушка с 3D-графикой. Понятно, что вида от первого лица тут не будет, но даже одна трехмерная моделька заставляет смотреть на эту игру другим взглядом. Правда, сама гонка почему-то не захотела работать. Вероятно, все-таки игре тесно в 64 килобайтах, и для полноценного запуска ей надо бы побольше памяти. На Atari до сих пор выходят музыкальные сборники. Я помню, раньше часто попадались такие сборники на дискетах для Спектрума. Но по какой-то неведомой причине данный вид контента там давно не появляется. А ведь согласитесь, что было бы здорово закидать в дискетку пару десятков годных треков и слушать их на реальном железе. И кроме того, подобные сборники позволяют вживую оценить звуковые возможности платформы. Ну и завершим софтовый чарт демками. Несмотря на свой возраст, демки на Atari очень крутые, и неудивительно, что каждый год появляются с десяток новых. Большой респект надо отдать французам, шведам и полякам. Сегодня основную массу контента делают именно они. Так, что-то пошло не так.
Для запуска этой демки требуется 320 килобайт памяти. Ладно, запомним. Это даже не демка, а скорее интрошка. Добавил ее лишь из-за крутого музыкального трека. Еще одна свежая демка на наболевшую тему. Называется она «Ковид» и рассказывает альтернативную историю недавних событий. Упс, и снова нехватка памяти. Что, опять памяти не хватает? И снова? Ну, короче, на стоковых 64 килобайтах можно запустить практически весь актуальный софт, но свежие релизы очень часто требуют как минимум 128 килобайт. Жирные демки хотят не менее 320 килобайт, и мне даже попадались такие, которые запускаются только при 1 мегабайте памяти. А что, звучит как вызов? Ну, короче, намек вы поняли. А на сегодня все. Всем мира, добра и удачи, и до скорых встреч!